Оружие защиты от неприятной окружающей действительности у каждого свое. Например, у слонов это размеры и бивни, у копытных рога, у змей яд, у кошек когти, а у собак клыки. Но у нашего сегодняшнего гостя один из самых оригинальных способов защиты от враждебного мира – это колючки. Встречайте ежика обыкновенного, он же европейский еж. Обитает наш колючий друг в Западной и Центральной Европе, в том числе на Британских островах и в Южной Скандинавии, а также в северных и центральных районах европейской части России. Был завезен даже в Новую Зеландию. Наш колючий друг, в общем-то, и правда обыкновенный, точнее обычный. Его можно встретить и в лесу, если лес не сырой, и в роще, и в парке, и совсем рядом с человеком в саду. Еж бегает, не таясь, шуршит листьями, громко посапывает, причмокивает, когда ест. Почувствовав опасность, он свертывается клубочком. Для этого у него на спине множество специальных мышц. Прячет незащищенную мордочку и брюшко и выставляет свои иглы. Эти иглы, их часто называют колючки, конечно, помогают. Однако еж все-таки переоценивает их. У некоторых хищных птиц достаточно длинные когти, к тому же ладони у них покрыты толстой кожей, и колючки ежа им не страшны. У лисы таких рукавиц нет, но и она, говорят, может полакомиться ежатиной, если поблизости имеется водоем или хотя бы лужа. Осторожно, чтобы не наколоть лапы, покатит она колючий клубок к воде, закатит его в воду, там еж волей-неволей должен развернуться. Лисе же только этого и надо. А ведь еж мог бы заранее, едва заметив лисицу, постараться ускользнуть от нее. Например, спрятаться в какую-нибудь нору или забраться под валежник. Но еж не делает этого. Видимо, слишком надеется на свои иглы. Впрочем, некоторые виды ежей, как установил недавно американский исследователь Броди из Нью-Йоркского университета, усиливают действие своего колющего оружия, смазывая иглы ядовитой жидкостью. А так как у самих ежей яда нет, то они занимают яд у жаб, прокусывают околоушные железы этих земноводных, где содержится ядовитая жидкость, и смазывают ею иглы. Любопытно, что такое поведение ежей не случайное, а скорее врожденное. Оно проявляется уже у слепых ежат в возрасте 15-16 дней, когда они слизывают ядовитые вещества с игл матери и наносят его на свои иголки. Ежей люди знают давно, и их колючки тоже. Еще 2000 лет назад в античном мире из высушенных и натянутых на дощечки шкурок делали гребни-чесалки для овечьей шерсти. В результате количество этих зверушек настолько сократилось, что Сенат Древнего Рима вынужден был издать закон об охране ежей. Несмотря на усилия людей, ежи все-таки продолжают оставаться достаточно многочисленными, в то же время таинственными. Так бывало нередко. Люди как будто бы хорошо знали животное, охотились на него или держали в неволе, но в то же время не имели никакого представления о том, как оно устроено и как оно живет в этой природе. Это в полной мере относится и к ежам. Их знали, но о них в то же время ничего не было известно. Лишь в 1884 году появилась первая серьезная работа о ежах, точнее об их иглах. А наблюдением за жизнью ежей, исследованием их органов, чувств люди занялись лишь в самом конце прошлого века. Правда, с тех пор узнали многое. Например, сейчас известно, что слух у ежа более тонкий, чем у кошек, лис и волков. Известно, что у ежа необыкновенное обоняние. Он может почувствовать добычу, находящуюся в земле на глубине нескольких метров. А вот зрение у ежа очень слабое. Впрочем, ночному животному может быть зрение не так уж важно. А ведь еж активен, как правило, ночью. С наступлением заморозков европейские ежи плотно закрывают вход в нору и впадают в зимнюю спячку. Обычно такая спячка длится с октября по апрель. Во время спячки температура тела ежа падает до 2 градусов. Именно поэтому за лето ему необходимо запасти как можно больше жира. Ведь если обыкновенный еж впадает в спячку без достаточного запаса жира, менее 500 грамм, то зимой он рискует умереть от голода. После спячки не выходит из гнезда, пока температура воздуха не поднимется до 15 градусов. После зимней спячки уже начинается сезон любви. Обычно ежат 5-6, но бывает и меньше, до 3.
и больше до 10. Они слепые, глухие и голые, а на ярко-розовой кожице явственно выделяется множество бугорков. Пройдет всего несколько часов, бугорки эти полопаются, и на их месте появятся мягкие белые иголочки. Впрочем, иногда ежата уже появляются на свет с мягкими иголочками. Иголочки будут расти по миллиметру в сутки, темнеть, твердеть, и недели через 2 эти молодые иголки превратятся в настоящие, прочные, хотя и полые внутри. Зачем носить на себе лишнюю тяжесть иголки? Их у ежа много, от 6 до 7 тысяч. Примерно по 15 на каждый квадратный сантиметр. Дней через 16 ежата откроют глаза, а еще недели через 2 мамаша выведет их на прогулку. Месяца 1,5 будет водить она своих детишек, а к осени семья распадется. Зимуют ежи в одиночку, спят. Если можно назвать сном состояние, когда температура тела падает с 34 до 2-3 градусов. Частота дыхания сокращается с 40-50 до 6-8. В это время они, естественно, ничего не едят, а живут за счет накопленного с осени подкожного жира. Конечно, на таком пайке долго не продержишься, и уже ранней весной худющие ежи, иголки прямо висят на них, начинают бегать по лесу в поисках пищи. Тут уж не до разносолов, хватает все, что подвернется. Вообще ежи не гурманы. Ягоды и семена растений, пауки и слизни, черви и мыши, а главным образом насекомые. Все ест еж. И ест очень много. Обычно за ночь он съедает столько же пищи, сколько весит сам, а весной оголодавшие зверьки съедают еще больше. В это время они не успевают наесться за ночь, поэтому бегают и днем. Но постепенно все сходит в нормальную колею и налаживается спокойный, размеренный образ жизни. Все это, как и многое другое, о ежах уже известно. И все-таки кое в чем ежи остаются загадочными, а иногда и просто легендарными зверушками. Например, существует легенда, будто ежи выдаивают коз и коров. И даже находятся люди, а раньше их было гораздо больше, которые уверяют, что видели это собственными глазами. Правда в этой легенде лишь в том, что ежи действительно любят молоко. Есть даже такие любители, которые специально поселяются поблизости от хлева, и во время дойки они довольно быстро узнают это время и запоминают его, пробираются в хлев. Притаившись в углу, ежи терпеливо ждут, не капнет ли молочко на пол, не брызнет ли струйка мимо ведра. И когда это случается, а такое бывает нередко, немедленно вылизывают все без остатка своим маленьким красненьким язычком. Хотя молоко ежам, говорят, вредно, а ежи, возможно, об этом не знают. Или не хотят знать. Но если эта легенда сейчас не популярна, то другие очень распространены. Считается, например, что еж отличный мышелов. Вполне может заменить кошку в доме. Когда сложилось такое мнение и что это породило, сказать трудно. Но сейчас доподлинно известно. За мышами ежи не охотятся специально. Да и как он может охотиться на этих чутких и проворных зверьков, если бегает еж не так уж и быстро. Во всяком случае, мышь ему наверняка не догнать. Затаиваться или подкарауливать тоже не в обычаях ежей. А если и хватает мышей, то лишь случайно подвернувшихся. Но может быть он змеелов? Это тоже широко распространенное мнение. Однако и тут можно сказать совершенно определенно. Специально змей ежи не ищут, и змеи не занимают какого-то видного места в питании ежей. Впрочем, трудно сказать, какие взаимоотношения складываются между ежами и змеями в разных местах, и какую роль играют ежи в регуляции численности змей. Но, видимо, иногда эта роль довольно значительна. Доказательство тому, что появление огромного количества змей в некоторых районах Италии, где были уничтожены ежи. Одна из любопытных особенностей биологии ежа – его малая восприимчивость к ядам. Во всяком случае, ядовитых насекомых, таких как, например, шпанские мушки, нарывники, майки, которых другие звери и птицы не едят из-за того, что в их организме содержится достаточно сильный яд, ежи поедают в больших количествах и безо всякого вреда для себя. Мало того, выяснено, что ежи не реагируют на большие дозы таких ядов, как мышьяк и синильная кислота. Опытным путем установлено, что на ежей не действует доза яда, способная убить 40 кроликов.
Тем не менее, и еж может погибнуть от укуса гадюки, но, как правило, укус ядовитой змеи вызывает у ежа лишь небольшую опухоль и легкое недомогание. Да и это случается нечасто. Еж ловко уворачивается от ядовитых зубов змеи, подставляя ей свой колючий бок. И, наконец, еще одна, пожалуй, самая таинственная, самая непонятная легенда. Она существует уже много веков. Еще Плиний Старший, живший в самом начале нашей эры, утверждал, что ежи накалывают на иглы кислые яблоки, тащат их в свои убежища и там поедают. С тех пор многие крупные ученые, в том числе и Дарвин, так или иначе упоминали об этом. И, конечно, находится множество людей, которые видели, как ежи не только тащат яблоки, но и как катаются по рассыпанным на земле дичкам, чтобы наколоть их на свои иглы. Когда зоологи ближе познакомились с ежами, они очень удивились. С одной стороны, версия эта настолько распространена, что не верить просто нельзя. С другой стороны, зачем ежу яблоки? А действительно, зачем? Ведь ежи животные насекомоядные. А если бы и захотели полакомиться какими-нибудь плодами, то почему обязательно только яблоками? Да еще и тащат их зачем-то в укромное местечко. Ведь известно, что запасов ежи не делают. И, наконец, еще одно. Спинные мышцы ежа так устроены, что он не может лежа на спине накалывать яблоки. Накалывает еж яблоки явно не для того, чтобы их потом съесть. И тут надо сделать некоторое отступление. У многих животных на шкуре селится множество паразитов и кровососов. Животные по-разному справляются с ними. Одни тщательно вылизывают свою шерсть, другие вычесывают. Есть и такие, особенно много их среди птиц, которые принимают песочные ванны, купаются в песке, а затем встряхиваются и вместе с песчинками избавляются от паразитов. Еж не вычесывать свои иглы, ни тем более вылизывать их не может. Поэтому и блохи живут на еже, и клещи впиваются в его шкурку между иглами и сосут кровь. Так может быть, яблоки, вернее какие-то вещества, содержащиеся в них, помогают ежам избавиться от паразитов. И, кстати, хитрые ученые пользуются ежами в качестве маркера численности клещей на определенной территории. В их честь даже придумали единицу измерения – ежечас. Она характеризует число клещей, которые еж соберет за час своего бега по участку. Ежи, в отличие от многих других животных, довольно легко приспосабливаются к меняющемуся ландшафту. Их не смущает присутствие людей. Был бы лес подходящий, да еды достаточно. Поэтому наступление человека на природу, казалось бы, не должно влиять на численность ежей. Но оказывается, эта приспособляемость имеет и обратную сторону. Ежи не боятся машин, которые мчатся по дорогам, проложенным через лес, и часто гибнут под колесами. Если же учесть, что и дорог, и машин на них становится все больше и больше, то количество ежей, ежегодно гибнущих под колесами, исчисляется миллионами. Люди, как правило, к ежам относятся хорошо, часто стараются приручить их, поселить в своих домах. И невдомек этим людям, что, принося зверька из леса или парка в квартиру, они этим самым губят его. Ежу в доме плохо, даже если его поят молоком, кормят и заботятся о нем. Паркет или линолеум никогда не заменят ему траву и землю, каменные или бетонные стены не заменят ему деревья и кустарники. И людям, у которых в квартире живет он, тоже плохо. Ночное животное не дает спать, топочет, бегает до утра по комнатам. Посадить его в ящик или коробку – совсем уж последнее дело. И, наконец, держать в квартирах ежей просто опасно. Среди клещей, живущих на ежах, имеются такие, которые разносят тяжелые заболевания. Еж – животное симпатичное и полезное, но пусть он живет там, где ему и положено, а мы будем радоваться встрече с ним на лесной или садовой тропинке. А какое средство защиты от враждебного окружающего мира самое лучшее, по вашему мнению? Напишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!